Встречаем на льду участниц первой группы. Мария Елисова, Тульская область. Вероника Еметова, Москва. Камилла Нелюбова, Чувашская республика. Анна Лишенко, Ростовская область. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Дарья Садкова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. И это финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Мы в Челябинске, и женское одиночное катание сегодня начинается короткой программой в прямом эфире Первого канала. На комментаторской позиции Василий Соловьев и олимпийские герои Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Привет, друзья! Всем привет, дорогие друзья! Уже не терпится посмотреть короткие программы наших замечательных женщин на завершающем главном старте сезона. Всем добрый день, кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер. Но самое главное, приветствую всех любителей фигурного катания. Вы знаете, действительно распределены очень удачно все турниры по сезону. И вначале мы видели, как разогреваются спортсмены, как предоставляют вниманию свои многочисленные короткие и произвольные программы, этапы Гран-при, затем и чемпионат России и так далее, и так далее. Но мне, если честно, очень нравится как раз окончание того или иного сезона. Почему? Да потому что все самое прекрасное, что есть в лице наших фигуристов, как раз и будет продемонстрировано именно в завершении этого сезона, потому что чемпионат России позади, можно уже, в принципе, выдыхать. Олимпийские игры с участием Адели Петросян, Петра Гуменника тоже уже позади. И сейчас самое прекрасное — это финал Гран-при, который мы будем комментировать и продолжаем комментировать эти дни, потому что здесь сливки, можно так сказать, всего того прекрасного, что есть в нашем фигурном катании. Ну а дальше Кубок Первого канала и русский вызов. То есть, казалось бы, да, в очередной раз турниры с участием фигуристов, но они такие разнонаправленные, и самое главное, они способны нам показать, кто на что способен. И здесь за цель уже является больше, конечно, именно хореографические составляющие, и таким эпицентром этого события будет русский вызов. Но он состоится 4 апреля. Представим участников первой группы. Спортсменки чрезвычайно интересные, артистичные, техничные. Первой будет кататься Мария Елисова, родом из городка Радужный в Ханты-Мансийском округе. Затем она с родителями переехала в Краснодар, где начала заниматься фигурным катанием. Сейчас представляет Тульскую область, тренируется в группе Екатерины Моисеевой и хореографа Ольги Симоновой. Только что в юниорском финале ученица Екатерины Владимировны София Дзепко одержала великолепную победу. Ну, у Моисеевой много талантливых учеников и учениц. Вслед за ней будет кататься Вероника Еметова, еще одна спортсменка, как и Мария Елисова, начинавшая в детстве тренироваться в торговом центре. Только Маша это делала в Краснодаре, а Вероника в Екатеринбурге. Сама она родом из села Кашино, сейчас тренируется у Сергея Давыдова, которому сразу приглянулась девочка и ее семья, как адекватные люди, с которыми можно иметь дело, плодотворно работать. И вот они развиваются вместе, тренер и спортсменка двигаются вперед. В группе Сергея Давыдова также работает наставник Александра Кравцова, которого вы можете видеть у бортика. Также у Сергея Давыдова была потрясающая победа в юниорском финале Гран-при в исполнении Льва Лазарева накануне. Это тоже очень крутой тренерский штаб. Герой недавнего чемпионата России Камилла Нелюбова прибавила к своим результатам Гран-при целых 19 баллов, выступив очень эффектно с тройным акселем, с душой. Прекрасная дебютантка тренируется в группе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и Дарьи Гуреевой. Ну а на ваших экранах
еще одна олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, в группе которой катается фигуристка Анна Лишенко, родом из ростовского города Батайск, где, кстати, популярным видом спорта является метание молота. Вообще-то, а не фигурное катание, но прославит, я надеюсь, Батайск и Аня Лишенко впоследствии и как родину фигуристки. Очень надежная девушка, исполнительная, стремительно начала этот сезон, выиграв серебро на красноярском этапе серии Гран-при. Вслед за ней будет кататься Ксения Гущина, уроженка Перми, прекрасная фигуристка, танцовщица, отличница по прозвищу «Мисс Стабильность». Обожаем мы, конечно, ее короткую программу. Тренируются у Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой на ваших экранах. Большой, конечно же, специалист Кирилл Давыденко, тоже потомственный тренер, который взрастил немало питерских спортсменов-фигуристов. И в завершении этой группы, этой разминки будет кататься Дарья Садкова, фигуристка родом из Йошкар-Олы. Очень любит свой родной город, периодически проводит там мастер-классы для детишек. Именно туда, на родину, она отвозит и аккуратно складывает в медальницу все свои награды. Такая вот традиция. Недавний бронзовый призер чемпионата России по прыжкам и, конечно же, серебряный призер чемпионата России прошлого сезона. Думает об учебе, не прочь отучиться на тренера, но хочет усилить образование навыками в управлении. Ну а у бортика замечательные тренеры: Сергей Дудаков, бывший одиночник, ученик Марины Кудрявцевой, в юности побеждавший на различных международных турнирах, и Даниил Глейхенгаус, танцор, тоже, кстати, начинал у Кудрявцевых, затем танцевал у Жульна с Ксенией Коробковой, выигрывал международные турниры. Даниил Маркович из театральной семьи, настоящий артист, художник. Именно вот эта команда мечты работает в школе Георгия Тутберидзе, которая показывает такие невероятные результаты на этом Гран-при. Да, а мы на комментаторской позиции уже готовы к тому, чтобы насладиться энергией, которая будет происходить прямо перед нами, в 10 сантиметрах на льду. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Мария Елисова, Тульская область. Очень воинственная и гордая композиция звучит в короткой программе Марии Елисовой. Песня из игры League of Legends. История воинов, строящих город из праха. Метафора упорства и мечты вопреки препятствиям. Все как в жизни. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that would while play. And of all the things
Видно, конечно, что нерв присутствовал, причем не только в музыкальной композиции, но и в лице выступающей. Ну и действительно очень сложно открывать такие замечательные соревнования, как финал Гран-при, где собраны самые лучшие спортсмены нашей спортивной державы. Арена в Челябинске, ну, не сказать, что даже соврать себе, если сказать, что на 95, практически на 100% заполнена людьми, которые обожают фигурное катание. В Челябинске вообще всегда поддержка на ура. С первого взгляда программа чисто выполнена. Конечно, мы видели немножко запоздалую финальную остановку. Будет, скорее всего, дедакшн. Ну, а дальше уже специалисты будут рассматривать пристально все прыжковые элементы и не прыжковые, потому что, конечно, там были недокруты и недочеты. Да, думаю, как раз после проката Маши можно порассуждать на тему элементов ультра-си. Вот сейчас на ваших экранах как раз тройной аксель, исполненный первым прыжком, ставит на нем небольшой недокрут, хотя, мне кажется, там вот что-то между этим небольшим недокрутом и уже чистым прыжком. Довольно уверенно она его исполнила, но эта программа нам показывает, что не только элементы ультра-си все решают, и они не создают какого-то гигантского запаса, то есть нужно, чтобы каждый элемент был выполнен абсолютно на максимум, потому что здесь мы видим вот каскад, к сожалению, не удался идеальным образом, недокрут на тулупе был виден издалека, скажем так, невооруженным взглядом, и были какие-то погрешности, оплошности на вращениях, опять же, опоздание в музыку. И все из этого всего будет складываться итоговая оценка. И вот поэтому не только тот самый заветный тройной аксель в короткой программе решает. Ну, часто мы слышим в большой политике, что у кого-то есть козырь в рукаве, у кого-то нет. Здесь, безусловно, козырь в виде тройного акселя в рукаве есть, но вот... Нужно стремиться, чтобы все остальные элементы вот, соответствовали. Да, соответствовали тому самому первому прыжку, который исполняет Маша, потому что, конечно, не так много девочек решаются в короткой программе на этот элемент. И я думаю, что сегодня... Даже не уверена, что один, да, еще точно увидим, но далеко не каждая решится. Ну, пожелаем, чтобы все гармонично развивалось в катании Марии Елисовой. И впредь на данный момент результат 61-54. Уралочке Веронике Еметовой нравится катать что-то мощное, энергичное, где можно выплеснуть эмоции. Короткая программа под трек «Дом восходящего солнца» как нельзя лучше подходит для этого стиля катания ученицы Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. Призер этапов Гран-при в Казани и Москве. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. And God, I know I'm not. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a Camden man, way down in New Orleans. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in some misery in the house of the rising sun.
Ну вот здесь, как говорится, почувствуйте разницу. Конечно, мы, по идее, можем сравнивать всех со всеми, а можем сравнивать ту же Веронику Еметову с той же Вероникой Еметовой, условно, годичной давности. И хочется отметить, что при сравнении двух фигуристок, например, Марии Ельцу, которая открывала сегодняшний турнир, и сейчас вроде бы тот же условный нерв в музыкальной композиции, потому что, ну, по состоянию они чуть плюс-минус схожи. А именно по качеству исполнения тех непрыжковых элементов, о которых, кстати, говорила ты, Анечка, на предыдущей программе, вот как раз здесь они, ну, явно, что они законченные, они четко выдержанные по времени и по структуре. Все как бы сделано, ну и, соответственно, и прыжковая часть. В этом прокате прям было видно, что Вероника за этот сезон прям набрала этой уверенности, и программа, мне кажется, вот сейчас максимально точно, филигранно каждое движение и по эмоциям, и по настрою. Да, к сожалению, вот каскад, с которым она борется весь этот сезон, Lutz to Loop, он с переменным успехом получалось его именно докручивать. Вот сейчас, мне кажется, одна из лучших версий была в течение этого сезона, но, к сожалению, все равно вот чуть-чуть. Самая малость не дотянула она до чистого исполнения, но это не такая уж большая потеря в баллах. Все остальное выполнено было на очень хорошем уровне. Вновь фирменный элемент Вероники, который украшает каждую ее программу. Ну и остальные все прыжки, все вращения исполнены уверенно. Дорожка шагов, сколько интересных фишек. И как на этот, вот в этом прокате уже прям видно, что программа отточена. Но все равно не самого высокого уровня. Дорожка всего лишь третьего, могла быть четвертого. По поводу потери баллов, то если все катаются плюс-минус чисто, а девушки нас привыкли радовать такими прокатами, то как раз эта потеря даже сейчас 47 сотых. А если бы это все было идеально, то где-то на 1,5 балла бы потеряла, к сожалению. Она набирает на 6 с лишним баллов больше, чем Мария Елисова, и занимает первое место. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Камила Нелюбова. Треки «Trouble» и «Бум-бум» являются отличной основой для короткой презентации возможностей фигуристки Камилы Нелюбовой. Такой специфический микс, изящный экшен, приправленный тройным акселем. Ученицы Гуреевой и Сотниковой на льду. Don't you know that I'm trouble? If they knew I was trouble. Everywhere, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. I could be the devil in the sky. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm trouble? And if they knew I was trouble, everywhere, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble.
в общем и целом, конечно же, спортсменка должна радоваться и быть счастливой за такой действительно, ну, практически кристально чистый прокат. Камила Нелюбова сделала практически по максимальному уровню то, что может на данный момент. И хочется отметить, настолько она чувствует себя уверенной в исполнении всего прыжкового контента. И, конечно, роскошный тройной аксель, который стоит без знаков вопросов у бригады судей. Единственное, что хочется отметить, конечно, в положительную сторону, это развитие, это харизма, это представление своего образа и своего личного «я» на суд жюри, так можно сказать, потому что за год очень раскрылась эта спортсменка. Тоже хотелось именно это отметить. Профессиональный рост Камилы в этом сезоне. Она не просто идет на тройной акселе в короткой и в произвольной программе, что, безусловно, большой риск. Вот здесь все равно не самое удобное было приземление, но устояла, сделала его, вытащила без помарок, без ошибок, поборолась. За что отдельное уважение у нас всегда. Но и дальше абсолютно прекрасно исполненный каскад, тройной луз, тройной тулуп и тройной флип во второй половине программы. И видно, что работают не только над тем самым тройным акселем. Знаю, что и над четверными прыжками Камила работает, но и не только над технической стороной. То есть видно, что хореография, дорожки шагов, все это отрабатывается, что она катается с эмоциями. И не только, когда она выполнит все прыжки, а сразу она начинает, она уже в образе, она уже чувствует свою программу и старается вот вкладываться каждую секунду. Но удивительно, что это чрезвычайно молодой еще и тренерский коллектив, потому что Дарье, ее тренеру Дарье Гуреевой на следующей неделе исполняется всего лишь 22 года. Да, и Аделина Сотникова сама по себе тоже девушка вполне молодая. Молодая, да, школа, молодая группа. Поэтому прям хочется поприветствовать обеими руками то, как растут все вместе, и хочется пожелать им какого-то головокружительного успеха в достижении результата. Ну и самое главное, конечно, над чем нужно поработать и последить. Я думаю, что и без наших советов прекрасно тренерский коллектив знает. Это вот третьи уровни на непрыжковых элементах. То есть видно, где можно добирать. И она лидирует, обогнав на 4,5 балла Еметову. Мария Захарова на разминке и другие участницы второй группы соревнований. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Анна Лишенко, ростовская В Анне область. Лишенко живет дух акробатики. Программа на музыку из цирка «Де Солей» ей очень идет. Хотя на сальто и прочие трюки они с тренером пока не решились. Но Анна держит в голове свободу самовыражения а-ля Малинин. Ее трек называется «Мутация», ставил Никита Михайлов. У бортика Юлия Лепницкая.
Очень интересная спортсменка. Мы не раз делали акцент на ее творчестве, на ее спортивной составляющей. Анна Лишенко, можно так сказать, что это первая такая крупная осечка в этом сезоне, потому что... Она очень короткий, надежная да, всегда. очень надежный, потому что здесь, можно так сказать, когда весь мир живет в 5G и думает о 6G, там 4G, да, то здесь такой условный пейджер и связь нарушена. Я имею в виду связь между юным талантом, свежей головой и именно вот этими клеточками страха, неуверенности, потому что именно с возрастом Хорошо появляется сказано. все больше и больше неуверенности. А здесь как бы это юношеская прыть, это безграничная энергетика, собственно, энергия, вернее, это то, чем богаты совсем юные спортсмены. Потом, конечно, идет рост и не только на ледовых площадках, но и в голове тоже. И, конечно, появляются небольшие страхи. Вы знаете, вот по поводу Луцы я отметил несколько неудачных попыток во время 6-минутной. Она проскакивала мимо ноги, не была над опорной. Собственно, это вылилось в падение. В остальном, Анечка, по-моему, было все феерично. Да, первая половина программы вообще прошла на ура. Прям такой сгусток энергии, который с первых шагов на все 100 отрабатывает. И вот мы видим тот самый, конечно, Луц. Во второй половине, видимо, действительно после 6-минутной разминки, может быть, какие-то сомнения в голове закрались, и они как раз-таки в прокате вылились вот в такую грубую ошибку, которую мы впервые видим, мне кажется, за этот сезон от Ани. Она невероятно стабильная спортсменка. Ну, конечно, у всех случаются такие ошибки, тем более, что во второй половине программы она этот каскад исполняет, и пока ты катаешь программу, это волнение может внутри накапливаться. Ты выполняешь движение, а фоново уже мысли всегда о каскаде, о самом сложном элементе в программе. Такое бывает, безусловно. Это, конечно, самая катастрофическая ошибка, которая могла произойти в короткой программе, потому что, Но это как тоже говорится, опыт. без В произвольной каскада программе сегодня. главное, вот тоже это будет опыт, как в произвольной настроиться так, чтобы забыть этот день. И вот с чистого листа показать все, на что Аня Смотри на этот способна. взгляд, а? А Аня на очень многое способна. Ого-го. Но олимпийская чемпионка Юлия Липницкая знает, как донести до спортсменки правильное состояние души. И Анна Лишенко на последней строчке пока. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Двукратный призер Ксения этапов Гущина, Гран-при этого сезона Санкт-Петербург. Ксения Гущина невероятно радовала своими прокатами в Магнитогорске и Москве, но на чемпионате России лишь 9-я. Невероятно обидно. Но мы продолжаем наслаждаться ее творчеством, ее катанием. И, конечно, верить в лучший исход. В конце концов, это всего лишь вопрос техники. Необычная танцевальная постановка Артема Федорченко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 2, and 3, and 4, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few laughs? Laughs, I can show you laughs. Laughs, good time. Fun, laughs, good time. Fun, laughs, good time. What do you say? How's about a laugh? I could give you some. You ready for some fun? How would you like a? Let me show you a good time. Hey, big spender. Hey, big spender. A little time with me. Fun, laughs, good time. How's about a palsy? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Oh,
2, 3, 4. So they came into the outway. It was a Sunday with a black day. Out come out resuscitation, stopping heartbeats, intimidation. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? So you went into the bedroom, you were shut down. It was your doom. You've been hit by, you've been struck by a smooth. Ну, в какой-то степени даже немного криминал то, что сейчас творила на льду Ксения Гущина. Все настолько точно, сексуально. И, кстати, вот за этот последний сезон, конечно, очень сильно прибавила. И я сделаю сейчас акцент как раз на актерской игре, на раскрепощенности артистки на льду. То есть она из такой батареечки Energizer, которая выполняла все доблестно и старалась все вовремя закончить и под музыку, и по времени, превращается в такую прям артистку мюзикла, можно сказать. Просто красотка. Да, мы сегодня словно представление посмотрели, а не программу. И при том, что мы это представление увидели, Ксюша также удержала ту планку. Мы вот на разминке назвали ее «Мисс Стабильность», и она звание это несет уверенно. В короткой программе сегодня все удалось. Начала с двойного акселя, затем смотрите, как отыгрывает, да, то есть при том, что, конечно, идет концентрация на прыжки, но при этом она этого внешне никак не показывает. Каскад, тройной луц, тройной тулуп. Сейчас на ваших экранах с руками наверх. Очень хорошая высота прыжков. И когда Ксюша делает чисто, то сразу это на очень хорошие надбавки исполненные элементы. Ну и все 4-го уровня, за исключением дорожки шагов. Одно из вращений было не так уверенно выполнено, как Ксюша может, но это уже такие нюансы. Но, тем не менее, это отразилось только на оценке судей Джоуи надбавки, а на уровне это не отразилось. То есть все обороты додержала, да. Доделала. Молодчина. Ну, это действительно отдельное прямо удовольствие смотреть за ее катанием, особенно в этой весьма оригинальной короткой программе. Ну, кстати, отмечать Ксюшу Гущину, то по сравнению с другими спортсменками мы как раз и увидели за последнее время этот как раз колоссальный рост в плане презентации. Кто-то в самом начале этого пути, вновь акцент делаем на Камиле Нелюбовой, конечно, шикарнейший тройной аксель, но нет вот этой изюминки. Ну и по компонентам Ксения Гущина лидирует, но по элементам уступает 4 балла Камилы Нелюбовой и оказывается на 2-м месте. Алиса Двоеглазова тренируется, разминается перед второй группой участников. На лед приглашается Дарья Садкова, Москва. Прелестная совершенно короткая программа под пение Карлы Моррисон и Рики Мартина. У Дарьи Садковой музыкальное настроение подхватывает фигуристку и просто несет над льдом. Мастерская работа коллектива Тутберидзе. «Дисфруто» — «наслаждаться» — так переводится название песни. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte.
semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo tu piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos las ceritas del amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. Ну, музыка, конечно, была симпатична всем, потому что мы видим, как народ очень лихо стал поддерживать спортсменку. Но, на мой взгляд, Даша не в оптимальной форме в данный момент находится. Судя по 6-минутной разминке, были недочеты, были срывы. Но, естественно, мы не судим по 6-минутной разминке. Я заметил, что то ли кровь шла тоже из носа. Да, небольшие сложности, с которыми я тоже сталкивалась. Конечно, это, не сказать, что это может быть какая-то невероятная проблема, но это отвлекает. В любом случае, это забирает твои мысли, концентрацию. Это случилось, я так понимаю, на 6-минутной разминке. И, судя по всему, сейчас Даниил до сих пор Глифанов проверяет. Да, еще что-то есть. То есть, во-первых, тебе тяжелее дышать. Начнем с этого. Чуть тяжелее дышать. Не тебе мне говорить, что значит тяжелее дышать. Вот. Ну и, конечно, все равно у тебя немножко мозг отвлекается. Иногда это может даже в плюс работать, что ты думаешь о чем-то другом и не переживаешь за элементы. А иногда, конечно, может усугубить волнение. Но я бы сказала, что Даша молодец, справилась. На первом каскаде, безусловно, чувствовалось, что волнение есть. Вот не самое легкое приземление с тройного луца, но как она изо всех сил вот спасала эту ситуацию в тулупе и спасла. Тулуп сделала очень хорошо. И в итоге прыжок получился чистый, пусть и не на самые высокие надбавки. И мне кажется, что после этого вот как-то волнение у нее немножко притихло, улеглось, и дальше она уже смогла на полную выдавать, и, как мне кажется, в дорожке зажигала, и зажигала на 4-й уровень, между прочим. Но хотелось бы продолжить с тобой эту дискуссию во время, может быть, заливки льда или подготовки льда, или следующей разминки. Именно то, что может отвлекать или, наоборот, других спортсменов мотивирует и концентрирует перед самим выходом на лед. А сейчас по поводу Даши, конечно, это было зажигательно. Вот и как раз слышно. Вы говорите только о вещах, которые, по-моему, заметили только вы. Стадион в совершеннейшем восторге был от выступления спортсменки, которая вытащила все, что только можно было, учитывая, какой у нее еще сложный был сезон и какой у нее был катастрофическая ситуация на после первого прыжка, которое она вытащила, улетучилась, она и дальше все сделала на 4-й уровень. И этот... Ой, я в восторге. Хлеба и зрелищ. И понятно, что после мне, пожалуйста, хлеба больше. И вот таких еще, музыкальных композиций, что было, конечно. Поздравляем Дашеньку, поздравляем с тем, как она сегодня сражалась и победила. Неважно кого, саму себя, вату, обстоятельства, все что угодно. Молодчина. И на данный момент она впереди и по компонентам, но по элементам немножечко уступает Камилле Нелюбовой, но тем не менее занимает первую строчку. Встречаем на льду участниц второй группы. Елизавета Куликова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Мария Захарова, Москва. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Алиса Двоеглазова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка.
На льду вторая группа девушек, которая исполняет короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию. Челябинск гудит, Челябинск визжит, стадион абсолютно переполнен. Публика поддерживает не только тех, кто катается лучше всех, но и тех, кого постигла неудача. Это душевная публика, это знающая публика, это ценящая публика. Сегодня здесь настоящий праздник фигурного катания. Первой будет кататься Елизавета Куликова, родом из подмосковного города Королев. Очень творческая фигуристка. Увлекается театром, занимается в студии. Своим главным талисманом называет маму, которая всегда сидит на трибунах. На льду с 3,5 лет. С 20-го года с небольшим перерывом работает в группе Сергея Давыдова, прекрасного в прошлом спортсмена, выступавшего за Беларусь. 8-кратный чемпион страны, между прочим. Ну а сейчас выстроивший великолепную школу, в которой и юниоры, и взрослые растут и крепнут с каждым днем. Александра Коровцова, также тренер этой школы, на ваших экранах, находится возле бортика и поддерживает спортсменку. После нее, после Елизаветы Куликовой, будет кататься Софья Муравьева, москвичка, выступающая за Санкт-Петербург. Когда Софье не было еще и 3 лет, мама отвела ее на стадион «Янтарь» в секцию фигурного катания. И, между прочим, собеседовала Софью, 3-летнюю, перед зачислением в школу сама Елена Чайковская. Софья, двукратный призер чемпионатов России, в этом году стала лишь 5-й, хотя прекрасно с 3-м результатом и минимальным отрывом откатала произвольную программу. В этом году не была на пьедестале Гран-при, но приковывала к себе множество взглядов, заслужила множество откликов. Великолепно каталась и адаптировалась к новой для себя тренерской бригаде Алексея Мишина. На ваших экранах Татьяна Николаевна и Егор Челушкин. Ставила новые программы с Ильей Авербухом и Бенуа Ришо, полировала их со штатным хореографом Елизаветой Новиславской. Выступала как настоящая артистка. Свой первый полноценный сезон после возвращения на лед провела Мария Захарова, дочь замечательных тренеров Анны Царевой и Станислава Захарова. И этот сезон великолепен. Чуть не хватило на старте баллов для пьедесталов Гран-при, но зато была бронзовая медаль чемпионата России и 4-й тулуп, который Мария исполняла благодаря своим отменным бойцовским качествам. Но еще и успевала учиться все это время, сдать 10-11 классы за 1 год и поступить в институт. Мечта, а не девушка. Тренируется у своей мамы Анны Владимировны. Бронзовая медаль чемпионата, первая у Царевой с момента успеха Погорелой в 2017 году. Великолепная фигуристка из Татарстана, а если быть совсем точными, то из села Аскарина. Есть в местном райцентре Заинске ледовый дворец Яшлек, где в том числе хоккейным тренером трудится дядя Дины Айнур, а теперь и тренируется ее двоюродный брат Карим. Одним из первых тренеров у Дины была Надежда Заякина, бывшая балерина, которая уделяла огромное внимание хореографической подготовке. И вот результат налицо. Сейчас Дина тренируется в центральной российской школе Тутберидзе, является двукратным призером Гран-при этого сезона, включая победу в столице Татарстана. Казанцы просто радуют во всех видах и на всех уровнях. Интересная, женственная, стабильная фигуристка родом из подмосковных Мытищ Анна Фролова, которую в фанатской среде попросту называют богиня. Тренируется у Евгения Рукавицына, Валентина Молотова, Романа Усатова и Ольги Глинка в Санкт-Петербурге. Весь сезон сплошная борьба. И в его завершении на чемпионате России буквально 0,06 не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал. И никак такое отставание не измерить. Это же не легкая или не тяжелая атлетика. Где-то вот что-то на мгновение было упущено. Ну, Евгений Рукавицын очень опытный тренер, у него мощный штаб. Сам он учился, в том числе у Игоря Москвина. До сих пор вспоминает, как в каморке под лестницей юбилейного Игорь Борисович показывал ему на кассетах исторические записи фигурного катания и объяснял детали. Вот такие фанаты работают в фигурном катании. А в завершении сегодняшнего дня у девушек выступление уникальной фигуристки. Привет сообществу Алисята. Их герой Алиса Двоеглазова. Сумасшедшая по энергии, технике и выразительности спортсменка. Серебряный призер недавнего чемпионата России, хотя произвольную программу она даже выиграла. Обладатель заколдованной серии из 18 личных стартов, в которых она не опускается ниже 2-го места. С 2020 года работает в группе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза.
Вот они, эти прекрасные девушки, которые сейчас, я уверен, подарят нам волшебство спорта и творчества. Абсолютно точно сказано. И самое главное, очень интересно было послушать то, как спортсмены становились такими яркими фигурами в мире фигурного катания и впоследствии оказались здесь, на Челябинском льду, во время финала Гран-при России. Абсолютно у каждой спортсменки свой личный путь, свой личный подход к тому или иному выступлению. И самое главное, здесь есть настолько мощное разнообразие, не в плане даже образов, а в плане вообще всей программы. Если мы детально раскладываем эту картину на маленькие пазлики, то здесь мы видим и абсолютно утонченную Дину Хуснутдинову, и ее тройной аксель. Мы видим уже повзрослевшую Соню Муравьеву, ее 4-е постоянные места. Надеемся, что здесь все-таки до 3-ки и, возможно, даже выше потянет становление ее и стабильность в исполнении, потому что Алексей Николаевич Мирин, ну, всего Весь очень много. спектр, Весь спектр. Леша, весь спектр. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Елизавета Куликова, Москва. Нежная и легкая, как пушинка над льдом, Елизавета Куликова катается под хрустальную музыку сибирского композитора Ильи Дешевли. «Ночной лес» — так называется эта композиция. Бронзовый призер турнира Гран-при в Красноярске из школы Сергея Давыдова. Я не знаю, можно ли так выразиться, абсолютно рабочий вариант этой короткой программы. Вот сейчас мы видим у Светы, да, есть сомнения какие-то, может быть, даже недовольство своим прокатом и собой в этой короткой программе.
после ее исполнения. Хотя вот сейчас, ну слава богу, для нас дороже всего это, конечно, видеть счастье и улыбки спортсменов по завершению их проката. Челябинская публика, конечно, легко и поддерживает каждую спортсмена, который выходит на этот лед. Признать, она была в сезоне, были моменты, когда более летящей походкой, можно так сказать, прокатом были короткие программы. Сейчас немножко, на мой взгляд, чуть-чуть скованно, но все же все сделано. Да, с технической стороны вообще нет ни одного вопроса к этой программе, потому что все прыжки бывают иногда у Лизы недокруты, но вот сейчас все было настолько надежно выполнено, что даже и пересматривать на замедленном повторе вот не хочется вглядываться в эти лезвия, потому что сразу было видно, что все надежно, четко выполнено. Что касается презентации этой программы, то Лиза всегда очень одухотворенно катается и чувствует свои программы. Мне показалось, что здесь немножко так волнообразно было. Она то немножко уходила в себя и закрывалась, то снова вот так летяще представляла нам свою программу, то снова немножко концентрация брала верх. И вот так она как-то в таких небольших качелях нас прокатила. Ну, может быть, акцент вместе с тренерским штабом был именно сделан на то, чтобы именно чисто докручено, чтобы докрученные были элементы, чтобы все уровни были 4-го уровня. Кстати, можем отметить, что еще одна спортсменка, которая не добирает один уровень в исполнении дорожки шагов. Всего лишь 3-й, но это, правда, очень высокий уровень, но вот чего-то, видать, какого-нибудь движения либо не корпус, хватило. либо поворот, может быть, какой-то не так чисто был исполнен. Либо, Но наоборот, Всем что-то привет, было ЦСКА поставлено, привет. но не так выполнено, что прошло мимо. ну, сегодня точно тактика удачная была выбрана спортсменами и тренерами, потому что прокат можно уверенно назвать чистым и Таких успешным. просто чистых прокатов было сегодня очень много. И здесь посмотрим. Я думаю, что 3-й, 4-й где-то будет сейчас. 6,06 балла. И 4,5 балла Елизавета Куликова уступает лидеру Дарье Садковой, находится на 4-м месте. Обязательно победа. Для исполнения короткой программы Нетривиальная на лед драматичная приглашается постановка Софья «Кармен» Муравьева. от Илья Вербуха в короткой программе Софьи Муравьевой. Подходит к концу первый сезон, проведенный в тренерской группе Мишина. Время летит. Время подводить итоги. Одно мы знаем точно прямо сейчас. «Jamais Carmen ne cédera». Никогда Кармен не сдастся.
плане презентации, конечно, вообще без вопросов. Мы видим страстную Кармен на краю порой человеческих и возможностей в том числе. Ну, такая прям как красная тряпка для быка. Ну, правда, мне очень интересно как раз развитие Сони Муравьевой в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Николаевича Мишина, потому что сразу прорыва не случилось. Ну и, конечно же, мы видели все прекрасно, что и спортсменка росла, продолжала расти. И, конечно, вот эти изменения откладывали свой след на исполнение очень сложных прыжков. Мы помним тройной аксель, который и во время прыжкового турнира штурмовала Сонечка. И огромная череда вот этих четвертых мест. Надеюсь, что прорыв случится. Именно то, насколько себя Соня чувствует на данный момент, а прошел ровно сезон. Ну, Алексей Николаевич Мишин, гуру, мэтр, ну, 85 лет, совсем скоро уже, если быть точнее, то когда? Завтра. Завтра, Уже 8 завтра. марта. Да. Но если вернуться к Соне Муравьевой и ее выступлению, то да, конечно, первая половина программы, это пролетела. просто невероятно было. Да, было видно, насколько Соня уверенно себя ощущает, насколько она набрала форму. И что важно отметить, они усложнили программу, и каскад перенесли во вторую половину, потому что, на самом деле, в этом сезоне есть такой тренд на облегчение короткой программы, и практически все девочки каскад исполняют первым или вторым прыжковым элементом. Понять можно. Мы, конечно, да, радуемся чистым прокатом, но это все-таки не стопроцентно, да, как бы использовать возможности этой короткой программы. И вот Соня перенесла этот каскад во вторую половину, хотя, понятное дело, что это риск. И вот в этот раз, возможно, риск не сыграл, потому что, да, это добавляет примерно 70 сотых балла по сравнению с тем же, например, флипом, исполненным во второй половине. Но, к сожалению, вот в итоге у тебя меньше сил, уже больше усталости, больше нервов перед этим каскадом. И Соня его в недокрут исполнила, и поэтому, конечно, потеряла, то есть минус 60 сотых. И, конечно, ну, надбавка могла бы быть около 1,5-2 баллов. Поэтому в итоге в этот раз это потеря. Но, тем не менее, мы понимаем, что это все равно работа на будущее. И ну, потери еще здесь мы видим не только в недокруте во втором прыжковом элементе каскада тройной луп, тройной луп, собственно, что выиграла от перестановки местами элементы, то и потеряла здесь. Но еще и третьи уровни, не только в дорожке шагов, но и в финальном вращении. Это удивительно для такой спортсменки такого уровня. И она на первом месте с опережением в полбалла над Дарьей Садковой. Для исполнения короткой программы на лед Мария приглашается Захарова, Мария очень Захарова. решительная и самостоятельная девушка. Как-то в интервью ее мама и тренер Анна Царева отметила, что многие ключевые оперативные решения дочь уже принимает сама, как вот, например, исполнение Чефернова в какой-то момент. Мы будем внимательно следить за настроением и за ситуацией. Это очень интересная игра. Под музыку «Feeling Good» катается бронзовый призер чемпионата России. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is a
That's what I mean. And this old world is a new world, and the old world for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ну, такого явно никто не ожидал. Я думаю, что и сама спортсменка сейчас даже не то что в шоке, а в диком шоке от того, что произошло. Если громкими и тезисным Мария способом Захарова. рассказать о том, что происходило без каскада и без одного вращения. Я хочу в первую очередь просто поаплодировать Маше и ее характеру, потому что я очень уважаю, когда спортсмен, что бы ни случилось на льду, не показывает, не подает виду, что что-то не так. Он не расстраивается, не меняется выражение лица, он не бросает программу. Что бы ни случилось, как будто так и задумано. После можно расстроиться, можно обсудить, можно как-то об этом переживать и работать над этим. А в процессе, в программе, все, ошибка случилась, и нужно катать, как ни в чем не бывало. Вот если элемент вырезать, никто не должен догадаться, что вообще была какая-то ошибка в программе. И Маша сегодня вот это продемонстрировала. Это точно, я думаю, что от всех спортсменов заслуживает уважения, потому что, ну, очевидно, это были ошибки, не просто там падения, к которым мы привыкли, да, одинарный луц, после него сразу же сделать каскад, тройной тулуп, и дальше срыв на вращении, это вообще, ну, точно никто не мог ожидать, но все равно Маша сразу же продолжила программу исполнять, не вышла из образа. Вот тут могу похвалить точно. Вы знаете, здесь такие ошибки, некоторые ошибки ты предвосхищаешь и готовишь свою нервную систему, а здесь проскочила нога во время отталкивания, вот сейчас мы видим на повторе раз, просто... Абсолютно не... Она как будто в бок куда-то и не попала в толчок, что мы Вот, говорим. да, То вес есть как тела не будто бы, толчковой да. ногой. И плюс вращение, Ань, ну вот сколько нужно делать вращений, чтобы вот так на тренировке, вот именно таким образом случился срыв. Я думаю, что здесь даже голова Ну вот, не готова была к такому. На Луце у нее ноги немного неправильно сработали. То есть она как будто только начала садиться в прыжок, в этот момент было отталкивание. И в итоге это в противоход как-то. И, конечно, хоть она не подала виду, наверное, в голове эта ошибка сидела. И я думаю, что вращение — это просто потеря концентрации банальная, потому что, конечно, на таком уровне все-таки финал Гран-при, лучшие спортсмены. Здесь у всех, конечно, это все уже базово отработано на 4-й уровень. И такие срывы, я думаю, что случаются именно из-за просто потери концентрации, того, что мысли были все еще в том самом сорванном А каскаде. может быть, хотелось очень, хотелось, очень да, сильно чересчур сейчас, показать, сегодня да. доказать, что не случайно Реабилитироваться. или не случайно вот так ворвалась в элиту женского одиночного катания нашей страны своими помрачительными четверными тулупами. Ну что ж, Маш, добро пожаловать в большой спорт. Правда, не переживай. Я понимаю, что немножко в обиду и Челябинску, и финал Гран-при. Это уже чемпионат России позади, да? Очень сложный турнир. Но все впереди. Не переживать. Такое тоже случается. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Короткая программа Дина под пение Кузбукова. Сары Брайтман «Anytime, Anywhere» на мотивы Адажио Якобы Альбинони. История о ностальгии по родным местам, о памяти, о корнях и о том, что остается с нами всегда и везде. Это чувство, это любовь. 100% попадание в стиль Дины Хуснутдиновой.
нет ли, Аня, ощущение, что все как-то немножко на нерве, да? Что спортсмены, даже если выполняют элементы, но все равно вот прям на грани. У кого-то эта грань прерывается, и ты срываешься в этот обрыв, а кто-то все-таки выдерживает этот накал. Да, перед началом соревнований я думала, что вот финал Гран-при это будет такой один из главных стартов, на котором все уже расслаблены, все нервы потратили на чемпионате России, и здесь будут спокойно в свое удовольствие показывать свои возможности. И лучшие качества. Наоборот, еще увереннее. Прямо все это как пережимает, выжимает. Все, тем более дело, пускайся, лежать. Что, это тоже с Дашей друг друга поддерживаете, одна команда. Одна команда. Поддержите друг друга. Ну вот я про что говорю, что вроде бы элементы сделаны, но ты видишь во вращении Но как видно, бы чуть да, видно, дискомфорт. что нерв присутствует, но Дину можно только похвалить как раз за характер, потому что на 6-минутной разминке я видела, что Аксель далеко не идеальным образом получался, были срывы, были ошибки, а здесь давайте сейчас как раз посмотрим на замедленном повторе, потому что Аксель как раз был выполнен блестящим образом. В лучших вообще традициях Дины Хуснутдиновой. Дальше и Ридбергер хорошо, каскад на нерве, но сделан. А если говорить про программу, мне показалось, что вообще вот Дине, конечно, присущ такой очень сдержанный стиль катания, а мне показалось, что сегодня было видно, что над этим работают, что она стала более раскрепощенной, что движения стали амплитуднее, что она чуть поувереннее себя именно в хореографии чувствует. Вот каскад, видим, что он чисто выполнен, он докручен, но с Луцем, мне кажется, чуть-чуть такое неуверенное было приземление. Опять же, тулупом смогла это компенсировать. Свое коронное вращение. Вот тут, я думаю, реакция Данила Марковича именно на это вращение, потому что, опять же, выполнено, да, на 4-й уровень. И там такая коронная подпрыжка Дины прям в кольце, но вот она была не очень уверенно сделана. Сейчас мы видим на экранах маму Дины, которая снимает ее прокат. Резеда Хуснутдинова. Не представляю, как можно выдерживать, конечно, такое волнение за своего ребенка, когда он тоже выходит на такие полные трибуны. Сейчас подумал о том, что мама на трибуне еще и снимает на телефон, какие стальные нервы. Ну, Она учителем работает. А, спасибо. Нервы, как Теперь все канаты. встало на свои места. Да. Ну, у Диночки есть момент, который мне очень симпатичен. Она в данный момент, но опять же, ввиду молодости, ее нервные окончания пока способны выдерживать накал. Главное, чтобы это и осталось таким же. Дина Хуснутдинова лидирует, опережая на 35 сотых Софью Муравьеву. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Анна Фролова в короткой программе катается под пение Мариам Мирабовой, лучезарной армянской певицы, которой, кстати, несколько недель тому назад присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Фигуристка посвящает эту программу своей бабушке, и это трогает до слез. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон.
Пускай не кончится она. Да, такое ощущение, что тяжело и правда, даже это не ощущение, тяжело даются короткие программы лучших фигуристок нашей страны. Казалось бы, здесь мы видим все же попытки исполнить тройной аксель. Кстати, не было еще пока на данный момент срывов. Тройной аксель как раз-таки довольно стабильно. уверенно получается. Проблемы, да, немного с другими элементами у девочек. Которые... Кто-то сглазил каскад во второй половине программы. Но это не каскад. Каскад был выполнен в первой половине программы. А вот сольный ее один из Давайте, самых... может быть, послушаем. Ошибочка. Ошибочка. В плане презентации в очередной раз лишь повторюсь, что, конечно, божественно на льду, когда все получается, когда все звенит, как сильно натянутая струна. И сейчас, конечно, здесь полное поглощение и растворение в том, что происходило на льду. Вытащенный в самом начале короткой программе каскад тройной луз, тройной тулуп, который в данный момент на ваших экранах. Но не ставят недокрут. Казалось после 6-минутной разминки, что именно с каскадом могут возникнуть сложности, потому что на разминке были проблемы. Но вот каскад все-таки, да, пусть и не самый легкий, но получилось сделать. И казалось, что все, можно выдохнуть, расслабиться, но не тут-то было. Вот как сама Аня сказала, ошибочка вот эта, которая будет стоить, конечно, большого количества баллов, одинарный флип. Я, можно, просто добавлю, пока время есть. Каждый раз, каждый турнир я наблюдаю одно и то же. Это небольшую такую мини-сценку, мини-истерику по поводу флипа, что там некомфортно, там что-то, и всегда был этот элемент исполнен. Но вот сейчас вот ошибочка, вот как раз эта ошибочка к концу сезона и выйдет. Такое бывает, что весь сезон держишь эту концентрацию от старта к старту, перебарываешь абсолютно разные сложные ситуации, и вот в конце, может, немного вот ей все-таки в конце сезона этой концентрации не хватило. Но будем желать, чтобы сама Аня в произвольной смогла откататься так, чтобы Привет, подругам, привет. быть довольной своим прокатом. Ну, как-то сейчас, по ощущениям, Анна не делает из этого прям такой трагедии. Ну, Да, мне кажется, она спокойно довольно отнеслась, что такое бывает. Может быть, это не стало неожиданностью, а может быть, она как раз понимает, что такие неожиданности могут Я думаю, что случаться. она уже понимает, что сезон закончен. Ну, еще Этой произвольно. короткой уже не вылезти. Тяжело. Для исполнения короткой программы трек французской певицы Индила под названием «Последний танец» прозвучит в завершении сегодняшних соревнований в короткой программе Алисы Двоеглазовой. Этот трек немного о буддизме. Каждый миг — новая жизнь, но ведь каждый миг — это и бросок в бездну. Невероятно популярная во Франции песня и совершенно потрясающе ложится на катание этой прекрасной спортсменки. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur.
Это очень интересный феномен, то, что еще до того, как она начала кататься, люди уже начали аплодировать в ритм ее программы. Это так классно. В Челябинске очень теплая публика. Всегда очень поддерживают спортсменов. Причем, даже если ошибки случаются, еще громче начинают поддерживать в такт музыки. Если хороший прокат, если какие-то интересные элементы, это тоже говорит о том, что зритель понимает, что происходит на льду, потому что я обращала внимание, если красивая позиция во вращении, то сразу более бурные аплодисменты перед прокатом поддерживают очень девчонок. Ну, слава богу. Завтра, точнее, послезавтра. Так, можно попадить, попробовать. О чем речь я прослушал, вернее, не слышал? Или вы Я слышали? думаю, что здесь такие довольно базовые обсуждения, потому что, а что здесь говорить? Сегодня у Алисы точно все было хорошо. Это вот прокат от и до, вылизанный, где каждый элемент был выполнен четко, в такт, в ритм, каждое движение, каждый взгляд, каждый шаг. Вот сейчас можем пересмотреть еще раз с руками наверх. Очень такой прыжок в длину исполнен, то есть очень большой пролет у этого прыжка, красивый протяжный выезд, затем исполнен тройной флип с запасом. Все на 4-й уровень. Мне кажется, первая спортсменка, у которой все исполнено на 4-й Да, потому уровень. что сегодня очень много было третьего уровня было в дорожке шагов. Да, но здесь шестьковый тоже 4-й. А, точно, да, действительно. Знак качества. Знак качества группы Этери Георгиевны Тутберидзе. Ну, а по стилю, то, конечно, по прыжкам, как я говорю, все настолько выточено, вылизано и поставлено в программу. И в какие-то моменты Алиса включается, и мы видим живой организм, и живую мимику, харизму и увлеченность музыкальной композиции. В какие-то моменты опять полная концентрация на элементах. Но вот здесь что-то подсказывает мне, такое есть все-таки интеграция в это удовольствие от того, что происходит на льду. Сегодня она прям кайфанула от этого проката, другого слова не подберешь. Так здорово, такой контроль с самого начала над всем, что происходит на этой арене. Это потрясающее ощущение. Поздравляем, поздравляем и Алису, и ее маму, которая сидит и смотрит на нее на трибунах. И, конечно же, нежными глазами. да. Привет, мамочка. И Алиса Двоеглазова набирает 76,29. На 2,5 балла она опережает Дину Хуснутдинову и лидирует в этих соревнованиях. На первом месте по компонентам Софья Муравьева, но она всего лишь 4-я по элементам, а по сумме двух аспектов, конечно же, Алиса Двоеглазова сегодня вне какой-либо конкуренции. Впереди у нас соревнования мужчин в короткой программе. Ну а сейчас давайте же общаться с лидером скорее. Завершились короткие программы женщины. У нас здесь в Кисанграе сидит текущий лидер Алиса Двоеглазова. 76 баллов. Алиса, привет! Расскажи немного твои эмоции. Мы, когда к тебе подсели, мы заметили, что ты такая еще в своих мыслях, еще в прокате. Ну, как нам показалось, очень спокойно сегодня выходила. Правда ли это? Женя, Максим, привет. Да, как-то сегодня я прям получала удовольствие от проката. И, наверное, потому что уже и прошел чемпионат России, и спокойно знала, что я в сборной. Как бы просто потому что это еще один из заключительных стартов сезона. И моя короткая программа, она еще и называется «Последний танец». И я прям получала просто удовольствие. В зале очень много народу. И я еще после 6-минутной разминки как-то подустала. У тебя было время отдохнуть? У меня было время отдохнуть, да. И вообще очень кайфанула. Смотрел ли ты Олимпийские игры? Мне кажется, что тебя кое-кто вдохновил вот именно на такое катание, потому что то самое удовольствие, которое сейчас все обсуждают в катании другой Алисы, может быть, что-то подчерпнуло для себя? Конечно, это вдохновило, и, наверное,
Для меня в первую очередь с точки зрения, что не обязательно зацикливаться на каких-то неудачах, и просто потому что мы любим свое дело, то, чем мы занимаемся, и правда не драматизировать, наверное, всю ситуацию, потому что я люблю так сделать, сделать из мухи слона. Вот. Просто, да, вот старалась получать удовольствие, потому что, правда, зал сегодня был невероятный. Но про неудачу уж точно говорить не тебе. Мы все помним твою ошеломительную просто победу на прыжковом турнире. И в паре даже ты покаталась. С Андреем Базалевым вместе вы прыгали. Вот расскажи немного. Все-таки с чемпионата России до сегодняшнего старта прошло достаточно много времени. Насколько на тебя сильно повлиял прыжковый турнир? Продолжаете ли вы с Андреем также прыгать параллельно на тренировках? Параллельно мы, конечно, не прыгаем, но прыжковый турнир придал, наверное, мне какой-то уверенности. И в целом это очень приятно, такой титул иметь. И у нас с Андреем есть прикол, когда что-то не получается, можем друг к другу подъехать, там сказать, чтобы кто-нибудь посмотрел, или просто представляем, что там, я представляю, что рядом едет Андрей со мной на четверной тулуп, и сразу как-то это придает сил. Он такой ангел-хранитель твоего тулупа, да? Ну, надеюсь. Ну, а вообще, как у спортсмена состоит подготовительный процесс? Вот было примерно 2 месяца от одного старта к другому, где нужно показывать именно программы. Вот из чего состояли твои тренировки? Не всегда же ты, наверное, выходила и катала там короткую с утра, произвольную вечером, все вот эти 2 месяца? Конечно, да, это было по-разному. До прыжкового турнира мы вообще программы почти не катали. Так, я иногда брала связочки, но это не целиковые прокаты. А ты же мечтала в отпуск, говорила. Я мечтаю в отпуск после прыжкового турнира. Что тренеры тебя отпустили? Я заболела, и вот был мой отпуск. Бойтесь своих желаний, да? Да, вот. А так, подготовка проходила очень активно. Много катала и программы, и пробовала разные какие-то виды контента, потому что и что-то болело. Поэтому посмотрим, что произвольный будет. В следующий раз, друзья, когда вы будете интересоваться, о чем же мечтают чемпионы, о чем мечтают спортсмены, они мечтают просто немного отдохнуть. Но это при условии, если ты удовлетворен своей работой. Ну, лично у меня так. Ну, я сегодня думаю, что ты удовлетворена проделанной работой в короткой программе, поэтому мы смело можем тебя отпустить, отдыхать. А сами пока с удовольствием посмотрим интервью с Диной Хуснутдиновой. Спасибо. Дин, какая вы умничка, какой классный прокат. И вы знаете, если где-то в комиксах существует Супермен, то это все ерунда, потому что у нас в реальности существует Триксель-вумен. Мы смотрим на ваш тройной аксель, какой же он легкий, какой он воздушный. Ну, нам со стороны так кажется. А так ли это на самом деле, или за этим всем стоит колоссальный титанический труд и усилия? Конечно, это большой труд добиться такого результата, чтобы он именно получался таким на соревнованиях, потому что на тренировках делать это одно, на соревнованиях это совсем другое, когда коленки подтрясываются, особенно в прокате. Но я рада, что смогла собрать все свои мысли и направить их в нужное русло и прокатать чисто короткую программу. Даниил Маркович недавно показывал видео, где вы делаете подряд 3 тройных акселя. Где предел? Мы 4, может, скоро увидим? Не знаю, все возможно. Мне показалось, что вы сегодня были максимально вовлеченной в прокат. Чем больше всего довольны, что больше всего вам самой понравилось? Вообще, у меня 6-минутная разминка прошла очень-очень нервно, тяжело. Вот. Пыталась как-то привести себя в порядок во время промежутка до проката. Рада, что смогла все-таки привести мысли в порядок и выдать достойный чистый прокат. Я вспоминаю наше с вами общение после ваших прокатов на дебютном для вас чемпионате России в Санкт-Петербурге. И, как вы говорите, коленки потрясываются. Я видел, как они действительно чисто физически тряслись. А сейчас уже вроде не дебютантка, а уже есть опыт большого такого взрослого турнира за плечами. Поменялось ли мироощущение? Может, вы чуточку были спокойней, уже привыкшая к этому всему? Вообще, сейчас была неспокойная, я думаю, вообще, потому что был достаточно большой период перерыва между соревнованиями. И
честно скажу, тяжело далась подготовка к этому старту. Вот. Есть некоторые проблемы были в подготовке чуть-чуть, но я не хочу поддаваться в подробности, поэтому надеюсь, что смогу также достойно прокатать и произвольную программу. Сформулируйте главную задачу на произвольную программу. Достойно откатать — это общие слова. Чуть поконкретнее. Выдать достойный прокат. Вот это вот, наверное, вся формулировка. Ну, значит, мы желаем вам выдать достойный прокат с произвольной программы. Пусть он будет чистым. Благодарю. Спасибо вам. К нам в студию присоединился Михаил Коляда, и мы обязательно сейчас обсудим все короткие программы женщин, но сначала послушаем комментарии Софьи Муравьевой после ее проката. Я безумно рад вас видеть, и спасибо вам большое за это великолепное выступление. Но прежде чем вы нам о нем расскажете, я хотел бы спросить, с какими ощущениями вы вообще вернулись в Челябинск, потому что лед, мне кажется, должен быть как родной. Все-таки серебро чемпионата России здесь было. Есть ли теплые ощущения? Очень ностальгическая арена. Я выходила и вспоминала свой настрой, свой прокат, свои прокаты здесь. Как-то... И вспоминала еще прошлый год, Кубок Первого канала, тоже очень помню это выступление. Я так рада была, что я хорошо откатала, потому что были неудачи до этого. Вот. Как-то настраивала себя на то, что Челябинск — это очень хороший город. Я его очень люблю, и он мне поможет откататься хорошо. Я смотрю на все ваши выступления в этом году, и у меня есть стойкое ощущение, что с каждым новым стартом, даже несмотря, были ли какие-то помарки в прокатах или нет, вы все больше учитесь получать удовольствие от проката и становитесь все более и более раскованной на льду. Было ли сегодня так? Ну, я с каждым стартом, наверное, нахожу к себе новый подход. Ну, как новый. С каждым стартом стараюсь его доработать. И... Мне кажется, я стала чуть-чуть спокойнее сама по себе, не так выплескиваю энергию, лучше сосредотачиваюсь именно к прокату, а не в общем, когда я приезжаю на каток. Вот, то есть, какой-то новый подход к себе. Чем больше всего подбираю. Остались довольны в прокатах сегодня? Я, наверное, довольна первым тройным флипом. Вот, он был какой-то хороший, легенький, мне он очень понравился. И заклоном. Я из тех людей, которые не могут по здоровью тренировать каждый день заклон. И буквально за 2-3 тренировки я чуть-чуть его вспоминаю. И все, и приезжаю сюда уже готовым бойцом. А до этого, например, месяц подготовки я его не тренирую, чтобы спину не травмировать. Поэтому я очень довольна своим заклоном. Он был классный, мне кажется, по ощущениям. Вы уж меня простите, если вдруг, что называется, посыплю соль на рану, но, конечно, мы, все ваши болельщики, очень хотим снова увидеть ваш эффектный тройной аксель. Я тоже очень. Рядышком ли он, и как за него схватиться? Я пока что еще прихожу в свою идеальную форму. Конечно, когда я его прыгала в лучшие свои годы, я была в лучшей форме. Сейчас я к этому иду, я потихонечку, хорошими шагами. И был тройной аксель на прыжковом. В этом году я приехала без него, но я его очень долго тренировала. Очень надеялась, что адреналин мне поможет. И там были не 6-минутки, там были 3-минутки. И вот на этой 3-минутной разминке я его сделала в степ-аут. И жалко, что его нигде не могу найти, его никто не снял. Вот. Это была единственная попытка прям на выезд. А до этого вот на тренировке чистое дело, но падала. И вот, как-то не складывается. Адреналина мне не хватает. Вот. Но он был один в этом сезоне, и я очень этому рада. Ничего, скоро будет. Значит, в следующем сезоне каждое соревнование, я надеюсь, будет. Я тоже. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы челябинский лед, такой родной для вас, он принес вам исполнение чистой произвольной программы. Спасибо. Ну, а у нас в студии уже Михаил Коляда, как всегда, со своими записками. И если бы вы видели, сколько он там всего понаписал, вы сейчас и увидите. Это только одна сторона, а там еще и с другой стороны целая поэма. Да, друзья, здравствуйте. Сегодня я что-то разошелся. Ну, начнем все по порядку, как обычно, с первой разминки. Хочется отметить, Мария Елисова откатала хорошо,
мощно, как всегда. Конечно, у нее есть такая слабая черта, как недокруты на ее прыжковых элементах, но в целом сегодня она молодец, она справилась. Сильное было открытие тройным акселем. Пошла первый же элемент. Первая участница задала такую высокую планку достаточно. Да, это было здорово. А вторая, Вероника Еметова, я тоже себе плюсик поставил, раскрепостилась. Сегодня, мне показалось, она катала увереннее, чем на чемпионате России, потому что, видимо, конец сезона близко, и как-то вот нервы уже подуспокоились. Но вообще складывается ощущение, что все девчонки более такие свободные, раскованные. И не раз мы уже здесь в Кисенкрае от ребят услышали, что вот, конец сезона, уже как-то немного и попроще, и более в удовольствие катаются все. А мне вот как раз показалось, что сегодня мы наблюдали мини-чемпионат России со взлетами, падениями, с нервами, с удачами и поражениями. А Камила Нелюбова. Прекрасно. Они в этом сезоне поработали над докрутами в тройных прыжках. Добавила она тройной аксель. Как раз она с него начинала сегодняшнюю короткую программу. Все было сделано вот классно, и сегодня она точно так же каталась раскрепощенней и вот одухотворенней, что ли. Прям вот здорово. Анна Лишенко. Зал поддерживал. Маленькая, хрупкая спортсменка, которая держит в напряжении весь зал, и она очень классно работает с энергией зала. То есть у нее нет такого, что вот я вышла там что-то попрыгать. Нет, она вышла, и она заявляет о себе, Да, что она в может контакте все. со зрителем, в контакте с судьями, и всегда такие еще музыкальные композиции выбирают, которые именно прям зал раскрепощают. Но тем не менее она достаточно такая стабильная спортсменка. В течение сезона мы видели множество от нее прекрасных, идеально чистых прокатов. Как ты думаешь, что сегодня пошло не так? Возможно, сказывается конец сезона, потому что сезон у фигуристов, он на самом деле очень длинный. Начиная с сентября там, до марта, до апреля. Это очень много, и постоянно быть на пике форме просто невозможно. И поэтому сегодня, я так предполагаю, во второй части программы она немножко вот потеряла вот эти тонкие ощущения, чтобы сделать свой И довольно рассказ. большой перерыв без стартов, я думаю, еще тоже свой отпечаток накладывает, потому что между чемпионатом России, если ты не принимаешь участие в прыжковом чемпионате и так далее, то довольно большой перерыв, и сохранять вот этот тонус соревновательный непросто. Да. Также хочется отметить Ксению Гущину. Стабильно, красиво, четко, вот все в ее стиле. По-петербургски, я бы сказал. По-петербургски, да. Немножко с пермским акцентом, но по-петербургски. В общем, тоже пришел к такому выводу, если закрыть на мониторе голову Ксюши и смотреть только на руки, на корпус и на ноги, сразу будет виден ее стиль. То есть вот, если не смотреть на голову, можно определить, что это вот сейчас катается именно Ксюша Гущина. Дарья Садкова. Интересная Круто, как всегда. характеристика такая. Есть стиль, это уже Без много... головы даже. Да. Кстати говоря, Стиль без головы. Нина Михайловна Мозер мне подсказала такую маленькую уловку, и я иногда ей пользуюсь. Поэтому спасибо огромное. Дарья Садкова. Круто, как всегда. Сегодня мы видели, что немножко тоже на таких шарнирах была Даша, но она вышла, справилась. Я, честно, фанат этой короткой программы у Даши. И вообще, в принципе, в этом сезоне у нее расширился динамический артистический диапазон, поэтому она вот сегодня была шикарна. А ты уже выучил это движение из короткой программы? Я в процессе, Максим. Елизавета Куликова прекрасно слышит музыку, прекрасно ее передает. И я бы сказал, что она чувствует всей кожей эту программу. То есть она прям вот дышит. Она рисует не только узоры ногами на льду, но и руками. Внимание к деталям просто сумасшедшее. И это тоже для меня лично это открытие сезона здорово. Софья Муравьева недовольна была после своего проката, хотя, как бы сказал Алексей Николаевич Мижин, по-рабочему. Все сегодня было неплохо. Прокат был рабочий, но мне кажется, она была недовольна, потому что переживала за каскад. Там такое приземление с первого прыжка было не самое уверенное. Может быть, она думала, не докрут ей поставят, или ребро найдут, техническая бригада. Но вроде бы как бы очень лояльно было судейство сегодня. Да, очень даже. Катала хорошо. Очень достойные баллы, 73 за короткую, с достаточно шатким каскадом. Это очень даже достойно, мне кажется. Да, и сейчас она на третьей промежуточной позиции, и все было замечательно. Маша Захарова очень хотела, видно было, что она очень сильно вот прям
готовилась очень долго, и мне кажется, ее вот это немножко сбило, что она после вращения не успела как бы немножко восстановиться, прийти в себя, чтобы сделать каскад, потому что она вот как будто пролетела и, естественно, сделала бабочку 1-3 и, ну, потеряла большое количество баллов на этом. Да, Мария — настоящее открытие этого сезона, украшение любых соревнований. И хотелось нам увидеть еще чистый прокат, чтобы произвольно, и потом вот эти ее четверные тулупы засверкали еще ярче в сильнейшей разминке. Но, к сожалению, увы и ах. Да, Дина Хуснутдинова. Хорошо, ровненько. Мы уже действительно привыкли к тому, что Дина от старта к старту показывает нам феноменальное, стабильное катание. У нее сегодня был, на мой взгляд, лучший тройной аксель. Я бы, если был судьей, добавил ей больше оценок в GOE. Осталось добавить только во второй оценке. Тут как бы Она такая говорить прям нечего. в своем катании очень вот деликатная. Знаешь, вот такая, она такая тоненькая, хрустальная и такая прям настолько нежная, что когда она катается, хочется прям не дышать. Да, есть такое. То есть у нее, она похожа на какую-то маленькую принцессу, на хрустальную фигурку, которая вышла и очень красиво, очень нежно все это изящно исполнила. С таким-то контентом. Да, между прочим. И, конечно же, Алиса Двоеглазова. Я тоже являюсь фанатом Алисы. Настолько осознанно, настолько вдумчивое у нее катание, что ты начинаешь прям вот растворяться в просмотре этой короткой программы. Классно, красиво, четко. И, как мы слышали с трибун, Двоеглазова Алиса — настоящая актриса. И это правда, сегодня она это доказала. Да, ну а Михаил Коляда тоже у нас очень артистичный, как на льду, так и в студии. Всегда с очень информативными обзорами на одиночное катание. Мы его благодарим, отправляем его на комментаторскую позицию и продолжаем смотреть фигурное катание на Первом канале. Совсем скоро наши мужчины-одиночники выйдут на лед и представят свои короткие программы. Это ждет нас завтра будет в студии. завтра.